Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же вас хочет? Пошалим, да, мальчишки? Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Итак, смотрим, как всегда, в каком сейчас вы находитесь состоянии. Пошалить иногда полезно, да? Такие шаловливые расклады эротические иногда полезны и приятны, да? Итак, смотрим, что же сейчас происходит в вашей жизни. Конец какой-то вашей очень серьезной такой ситуации. У кого-то это может проигрываться конец отношений, это развод, скорее всего, да, это развод, скорее с женщиной. Хотя вот вы какое-то время долго, может быть, колебались, разводиться, не разводиться. Вот вы сейчас вот колеблетесь. Вот с одной стороны, может быть, их хочется и помириться. А вот если бы она пришла, ну, знаете, вот у каждого это будет своя ситуация, но какие-то колебания есть, да? Если бы она пришла, может быть, простить. А если бы я вот так не сделал, может быть, получилось бы по-другому. Ну, то есть, вот моменты самоедства какие-то есть, сомнений, колебаний. Вот вы такой довольно сомневающийся товарищ. Так, деньги у вас есть, но я не могу сказать, что очень много их. Да, вы зарабатываете деньги, причем зарабатываете тяжким трудом скорее. Вам очень тяжело даются деньги. Вы сейчас вот закрыты. От личной жизни вы сейчас закрыты. Ну, как-то вот нету той, которая бы, знаете, вот затронула ваши струны души. Но нету той женщины, которая могла бы как-то, ну, запасть в душу, что ли, вам. Вот смотрите на женщин, вроде бы и красивые, а вот как-то, ну, неохота, да. Вот, ну, неохота заводить с ней отношения. Вот что-то вам, знаете, вот как будто отговорки какие-то. Что-то мешает постоянно, да, вот какие-то вот, может быть, сомнения, неуверенность в себе. Особенно вот есть сомнения по поводу отношений с красивыми женщинами. Это, кстати, у многих мужчин есть, да, вот красивых, таких успешных женщин мужчины побаиваются. Об этом, в общем-то, знают многие, и женщины тоже. Почему-то мужчины побаиваются. Они думают, а вдруг не получится, а вдруг я ее не потяну, а вдруг у нее запросы большие, да, у меня таких средств нету. Ну, то есть вот этих «а вдруг» у вас очень и очень много. Поэтому вам, ну, проблематично сейчас вот как-то начать новые отношения. Уж слишком много сомнений. Причем вы сомневаетесь, может быть, даже вот на пустом месте. Вы можете даже из мухи слона сделать, я вам скажу. Так, давайте-ка посмотрим. Есть ли все-таки женщина, которая вас хочет? Кто же она? Так. Так. Есть женщина, но вы с ней общаетесь, ну, скорее всего, не лично сейчас общаетесь. Вот вы, наверное, последнее время больше с ней то ли списывались, то ли созванивались. Какой-то период вы могли не общаться с ней вообще. Да, вы скорее по телефону, либо же через СМС. Какой-то период вы не общались. Она довольно такая активная женщина, ревнивая, кстати. Она очень успешная, может быть, у нее довольно неплохая такая должность. Но, повторяю, какой-то период вы с ней вообще не общались. Она одинокая. Муж у нее, либо же ее мужчина, который был с ней, довольно успешный. У них может даже либо же личный бизнес проигрываться, либо же, ну, какое-то совместное дело. Может, они работали на одной работе,
допустим, он начальник, она подчиненная, да. Ну, то есть они оба вот были деятельные, но потом у них пути разошлись. Поэтому на данный момент вот она тоже свободная. Женщина, которая, ну, несмотря на всю свою силу, она себя сейчас чувствует вот очень одиноко. Очень одиноко. Так, а давайте-ка, а как же она тогда хочет с вами связаться, да? Вот она же как-то хочет вас, как мужчину. Да, однозначно. Сначала вот у вас общение будет по телефону, либо же по переписке. Вот как-то вы будете так, издалека. Сначала это будет более дружеское общение. Потом же, опять, смотрите, сначала вот вы общались как-то с ней, ну так, хочу общаюсь, хочу не общаюсь, ну так, особо вы на нее внимания не обращали. Потом же ваши вот эти вот переписочки, созвоны как-то вот сойдут к тому, что она вас вот чем-то зацепит. Может, какой-то фразой, может, каким-то намеком такого вот эротического характера, да? И она в вас, знаете, вот разбудит мужчину. Вот именно вот эти вот мужские вот ваши флюиды, что ли, разбудит, когда вот вы заинтересуетесь ней уже как женщина. Если раньше, допустим, вы с ней общались чисто как там, ну, знакомая какая-то там, старая подруга, так сказать, то вот через какое-то время, да, вот ваших созвонов, либо переписок ваших, вы взглянете на нее другими глазами, и она уже вас как женщина заинтересует, и здесь уже вы все возьмете в оборот сами. Да, посмотрите, у вас с чистого листа начнется. И ваш вот этот вот разрушительный период, который вас, ну, как бы в отшельники отправил, он отходит на второй план. То есть заканчивается период разрушений, и посмотрите очень четко, да, вот, и начинается совершенно новый этап в вашей жизни с этой женщиной. Довольно страстные отношения. Вот она вас хотела, причем очень давно. Она могла, вот, знаете, она вас знала ведь давно, это какая-то ваша знакомая. Может быть, вы работали вместе, а потом она, либо вы там уволились, да, перешли на другую работу. Ну, то есть где-то вы пересекались, это ваша старая знакомая. То есть вы поначалу по интернету общались, так? Потом ваши вот эти все переписки переходят в жизнь. Понимаете, как получилось? Она даже вот в то время, когда вы не общались с ней, она вас не забывала. Вот она именно хотела вас как мужчину, вы ей нравились как мужчина. Потом же вот когда это снова вот ваше общение завязалось, она все равно попытается вывести это, ну, на другой уровень, что ли. Вот этими своими флиртами, да, вот этими намеками. И там уже вы в игру вступите. Боже, как все запутано, правда? Вы вступите в игру, и уже вы будете в ней заинтересованы, как в женщине. Уже вы взглянете на нее, как на сексуальную партнершу. Уже вы будете точно так заинтересованы и в интиме, и в отношениях с ней. Потому что вот ваша вот эта вот поначалу переписка, которая, она будет довольно такая, знаете, шутливо приятная. Вот бывает такая вот, знаете, вот манера общения, когда все через шутку преподается. Ну, преподносится, вернее, через шутку все. Это такая легкая манера общения, шутливая, веселая, да, и вам настолько вот понравится, что вы все-таки решите как-то то ли свидание ей назначите, да, ну, то есть вы переведете из вашего вот этого виртуального с ней общения, вы в жизнь это переведете. И там уже завяжется ваш бурный и страстный новый роман. Так как и она давно мечтала о романе с вами, точно так и вы уже начнете мечтать об этом. Так, довольно бурный роман будет. Да, это кто-то из прошлого. Это однозначно женщина, которую вы знаете. Женщина, которой было плохо тоже, да. Так.
женщина эта, да, она в принципе, вот она имеет денежку, вот она имеет деньги и умеет ими распоряжаться. Она вообще не корыстный человек, потому что у нее хватает и своих денег. У вас именно вот на страстях как-то оно будет, на вот этих вот флюидах все построено. И знаете, вот довольно часто бывает, когда люди просто в интернете, допустим, общаются, либо же по телефону, как старые знакомые, вот влюбляешься просто в образ. Вот ты вроде бы не видел давно человека, либо же вообще не видел, да, особенно если это новое знакомство по интернету. Ты нарисовал себе человека, либо же, ну да, по фотографии можно увидеть, но все равно ты представляешь эту женщину, ты ее какой-то видишь, ну это представление образное, да, вот мы влюбляемся в образ довольно часто. Поэтому вот она настолько вас зацепит, вот даже на расстоянии, настолько как-то вот у вас будет это все, ну на раз-два, вот вы когда в жизни даже встретитесь, как-то легко вот вы сойдетесь. Вот так же легко, как вы в интернете шутили, там переписывались, либо же созванивались. Та же легкость, да, вот это вот, когда понимаешь с полуслова, с полувзгляда друг друга, это все перейдет и в реальную жизнь. Поэтому ждите очень бурных страстей, дорогие мужчины. Все у вас будет хорошо с этим. Вот такой был расклад сегодня. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!